Здравствуйте, уважаемые гости Евразийского женского форума. Приветствуем вас в первый день форума на детском чемпионате STEM ЮСИМАС, организаторами которого является Евразийское детское сообщество и Академия ментальной арифметики ЮСИМАС. Дорогие друзья, для меня большая честь предоставить приветственное слово почетному гостю Евразийского чемпионата STEM, заместителю председателя Совета Федерации Кареловой Галине Николаевне. Дорогие друзья, дорогие ребята, рада приветствовать вас на Евразийском чемпионате STEM. Он стал хорошей традицией нашего форума. 3 года назад ваши предшественники на втором Евразийском женском форуме сообща решили 30 тысяч примеров в ходе самой длинной математической эстафеты, которая была вписана в Книгу рекордов. Сегодня в соревновании участвуют 12 команд, 100 ребят из России, США, Казахстана и Великобритании. Вы представляете наш огромный мир и находитесь в разных его уголках. Поэтому соревнование проходит в режиме телемоста. Важно, чтобы вы почувствовали, это не просто телемост, который объединит вас на чемпионате. Это мост дружбы, доверия, взаимовыручки. Только вместе вы сможете прийти к общей победе. Именно эти качества помогут вам быстрее находить верные решения не только в математике, но и в жизни. В нашем форуме принимают участие представители более 100 стран. Мы собрались вместе, потому что хотим, чтобы вы жили в прекрасном, интересном, открытом и спокойном мире, объединяя свои таланты и мысли в поиске фигуры, которая станет символом такого мира. Вы помогаете нам в этом. Желаю всем удачи и новых побед. Ровно 3 года назад в рамках второго Евразийского форума 150 учениц Академии из разных стран впервые установили мировой математический рекорд по самой длинной математической эстафете. Именно тогда родилась идея развития Евразийского детского сообщества, которое стало детским проектом в рамках форума. Поэтому всем организаторам и участникам чемпионата мы выражаем огромную благодарность за поддержку нашего детского сообщества. Ну а прежде чем начать чемпионат STEM ЮСИМАС, давайте разберемся, что же такое STEM-образование. Это понятие пришло к нам из английского языка и означает наука, технологии, инженерия и математика. Иными словами, такие предметы, как биологию, физику, химию, математику преподают не по отдельности, а в связи друг с другом для решения реальных технологических задач. Благодаря STEM-подходу ребята могут вникать в логику происходящих явлений и понимать их взаимосвязь и рассматривать проблему в целом, чтобы в скором времени мир наш становился лучше. А помогут в этом дети, ведь, конечно же, именно дети – будущее мира. Основным и одним из главных направлений STEM является математика. И обучению основ математики занимается Академия ЮСИМАС. Глобальная мировая академия ментальной арифметики, которая помогает детям по всему миру развивать интеллект с помощью быстрого счета в уме. Ведь именно устный счет может пригодиться во всех сферах жизни. Считать без калькулятора за считанные мгновения. Легко запоминать стихи и самую разнообразную информацию. Легко формулировать мысли и слова без труда, общаться с любым собеседником и, конечно же, реализовать себя в будущем. Чтобы начать наш чемпионат, давайте вместе поприветствуем координатора проектов Евразийского детского сообщества при Евразийском женском форуме и руководителя Академии ЮСИМАС Россия Маулешеву Алию. Алия, добрый день. Добрый день, Бронислав. Добрый день, уважаемые участницы Евразийского женского форума и детского чемпионата STEM. Для нас большая честь быть сегодня здесь и иметь возможность показать невероятные способности ребят со всего мира, объединенных одной целью – интересом к изучению точных наук.
Евразийский женский форум – это крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном мире, одной из основных целей которого является содействие развитию международного проектного сотрудничества. Именно поэтому сегодня вместе с нами ребята из разных континентов, стран и городов мира, от Камчатки до Кавказских гор, от солнечной Калифорнии до прекрасной Сибири. Хотелось бы отметить, что работа всех проектов форума проводится системно в течение всего времени. Так, за последние 3 года Евразийским детским сообществом и Академией ЮСИМАС было реализовано много детских проектов и программ. Проведены международные соревнования, чемпионаты для детей, семейные конференции и даже решено рекордное количество математических матриц онлайн. Сегодня с нами в чемпионате принимают участие ребята из 12 городов России, Казахстана, США и Великобритании. Мы счастливы, что вместе с детьми можем внести свою маленькую лепту за мир во всем мире. Спасибо большое, Алия. Я уверен, что именно так и случится. Уважаемые гости, сегодня вместе с нами в студии соучредитель Евразийского детского сообщества Любовь Карелова, которой я с радостью хочу предоставить слово. Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас сегодня на таком глобальном мероприятии, 3-м Евразийском женском форуме, который объединяет женщин-лидеров из разных стран и представителей разных поколений. Эта встреча создает неиссякаемую, движущую энергию в развитии мира и благополучия. Евразийское детское сообщество объединяет проактивных детей и их родителей, экспертов-наставников из разных отраслей, их будущих работодателей, проводит онлайн и офлайн активности российского и международного масштаба. Наша платформа создана для ребят, которые устремлены в будущее и нацелены на успех. STEM-подход меняет картину будущих профессий. Сориентироваться в многообразии новых дисциплин помогает платформа Евразийского детского сообщества. Она объединяет глобальный подход, отражает актуальные тренды и помогает детям и родителям ориентироваться в современном мире новых профессий. Тема телемоста «Дети. Будущее. Сила мира» – это настоящий урок международного общения, прямые включения из разных стран мира. Это прямое воплощение одной из программ Евразийского детского сообщества «Детская дипломатия». Ребята, желаю вам всем сегодня удачи! Спасибо вам огромное, Любовь, за добрые слова. Спасибо большое. Мы начинаем. Ребята, как я сказал ранее, вы – будущее мира. И совсем скоро вам предстоит вместе формировать это самое будущее. Поэтому мы предлагаем не тратить время, а начать тренироваться уже сейчас. И попробовать рассчитать координаты, зашифрованные на звездном небе, таинственной фигуры. Кстати, это самое настоящее созвездие, которое находится в южном полушарии небосклона и имеющее латинское название Коломбо. Нашей команде предстоит выполнить расчеты координат небесных светил и вместе найти фигуру, зашифрованную на звездном небе. Мы уверены, что ребята приложат все усилия и опыт ментальной арифметики, чтобы его разгадать. Ведь цель чемпионата – привлечь внимание к изучению точных наук и развитию способностей. Евразийский женский форум проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, а ребята, принимающие участие в Евразийском чемпионате STEM, находятся в разных городах и странах мира. Адаптируясь к новым реалиям мира, мы совмещаем онлайн и офлайн форматы и проводим сегодняшний чемпионат в формате международного телемоста. И поэтому мы будем переноситься в разные точки планеты, чтобы установить связь с нашими участниками. Вместе участники из каждого города будут решать математические примеры, правильные решения, которые даст нам астрономическую координату звезды в созвездии Коломбо. Правильные решения всех координат помогут нам собрать все звезды в созвездии и отгадать эту самую загадочную фигуру на звездном небосклоне. Ребята будут подключаться из своих городов, и так как мы будем у них в гостях, расскажут нам о своем городе и крае. И чтобы поприветствовать ребят из первого города, я предлагаю немножко поиграть, потому что нас смотрят не только взрослые, но и дети. Я озвучу описание, а вы попробуйте угадать город. Раскинулся на 7 холмах широкими кольцами Чудоград. На Кремле алая звезда, ведь это столица России. Но я думаю, вы, конечно же, догадались. Москва.
На связи Москва. Приветствуем вас, ребята. Санкт-Петербург, привет из Москвы! Мы рады приветствовать всех участников Евразийского чемпионата STEM. Хотим пожелать вам успехов, гениальных идей, амбициозных целей, новых побед и свершений. Мира и благополучия! Дорогие москвичи, я знаю, что вы приготовили видеоролик о своем городе. Давайте же вместе его посмотрим. Москва – это мой родной город. Он наполняет меня Историей и победами. гордостью и благодарностью. Культурой и искусством. Открывает будущее безграничных возможностей. И точных решений. Заряжает на спорт. Дарит друзей. Здесь я смогу стать тем, кем хочу. Ведь Москва – это город удивительных возможностей. Город, который я люблю. Город, где воплощаются мечты. Город, в котором сбываются мечты. Спасибо, ребята, за прекрасный рассказ о столице. Друзья, где бы вы ни находились, в Москве или совершенно в другом городе, верьте в свою мечту до конца, и она обязательно станет реальностью. Я уверен, что вы уже готовы приступить к разгадке таинственной фигуры, поэтому рассказываем, что же нужно сделать. В чемпионате принимает участие 12 городов и 12 зашифрованных звезд. Вам, москвичи, предстоит разгадать координаты первой звезды. Так как это звездное путешествие, то наши помощники на местах, бортпроводники нашего путешествия, помогут вам с диктовкой примеров. Приготовились. 45 плюс 156, 76, 85, 99, 78. Ответ. Приготовились. 19 плюс 87, 33, минус 2980. Ответ. Итак, градус напряжения 100 баллов. Ведь сейчас самый волнительный момент. Мы, наконец-то, узнаем, верно ли ваши ребята решение. Давайте посмотрим на наш экран. Посмотрите, загорелась звезда. Это значит, что абсолютно верное решение. Ребята, давайте мы вам поаплодируем. Какие же вы молодцы, ребята! Мы радуемся вместе с нами первой правильно решенной координате. Ну и мы продолжаем наше звездное путешествие дальше. И чтобы выяснить, где же будет следующий город, попробуйте его угадать по описанию. В этом городе состоялось одно из самых значимых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва, ставшая началом коренного перелома в войне. Но я думаю, что многие, конечно, догадались, что это город Волгоград. Привет, ребята! Привет, Санкт-Петербург! Вас приветствует Волгоградская область, город Волгоград, школа Поколение! Спасибо, что вы тоже отважились разгадать секретную фигуру. Давайте же вместе познакомимся с этим легендарным городом, о котором нам сейчас расскажут ребята. Интернет пестрит
50 постами 100 книг, которые стоит прочитать, 50 фильмов, которые стоит посмотреть, 20 городов, в которых необходимо побывать. И один из этих городов – это город Волгоград. Сейчас я вам расскажу, чем же славится наш город. В первую очередь это памятники Великой Отечественной войны. Их у нас бесчисленное множество. Вот вы изучаете историю Сталинградской битвы по картинкам в учебниках. А мы каждый день видим Мамаев курган, знаменитый фонтан Хоровод, чьи фото облетели весь мир. Мы праправнуки той самой победы, которая ведет нас в будущее нового Волгограда. Города с самой красивой набережной на Волге, города креативной молодежи, города музеев, парков, лесов, в которых легко дышать, творить и создавать наше с вами будущее. В нашем регионе активно развивается промышленность, сельское хозяйство, туризм. Волгоград – это город университетов. У нас даже есть собственная консерватория. Это у нас вы сможете не только попробовать, но и научиться правильно есть котлеты по-киевски. Попробовать свежие помидоры с горчичным маслом. А главное – это люди, которые прославляют наш город и создают историю нашей с вами страны. Добро пожаловать в Волгоград! Большое спасибо. Я и не знал, что котлету по-киевски можно есть правильно и неправильно. Но и попробовать помидоры с горчичным маслом я бы тоже не отказался. Друзья, как будет время, обязательно приезжайте в этот славный город, который ребята гордятся и очень любят. А я вижу, что вам, ребята, уже не терпится приступить к разгадке следующей координаты. Тогда переходим к расшифровке звездных координат. И в этом нам помогут наши бортпроводники на месте, которые продиктуют вам решение ваших примеров. Приготовились. Итак, координата альфа. 67 плюс 255, 91 плюс 110 плюс 17. Ответ. 3, 2, 1. Показываем. Спасибо. Координаты бета. Произведение чисел 149 минус 1000 умноженное на 4. Ответ. 3, 2, 1. Показываем. Ну что же, у многих побежали мурашки, как, например, у меня. И сейчас очень волнительный момент, поэтому предлагаю незамедлительно узнать, верны ли расчеты координат. Внимание на экран. Затаили дыхание. Да, абсолютно верно. Все правильно, ребята. Ну, молодцы. Самое главное — верить в себя, и тогда у вас все обязательно получится. Именно это только что продемонстрировали нам ребята из города Волгоград. Спасибо, друзья. Вы нам очень-очень помогли. Ну что же, пришел черед новым героям внести свой вклад, и мой черед озвучить новую загадку. Этот город называется южной столицей Кузбасса. Рядом находится главный сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, а размеры города превосходят большинство европейских столиц. Что же это за город? Один из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России. Город Новокузнецк. Санкт-Петербург, приветствуем вас! Мы из Кузбасса, город Новокузнецк. Желаем вам сибирского здоровья, самых высоких достижений, реализации самых смелых проектов, быть счастливыми в каждом дне. Будьте похожи на нас, смелыми и веселыми. Вместе мы сила! Доброе утро, любимый Новокузнецк. Город просыпается. Люди уже спешат по делам. А знаете, города, как и люди, очень разные, со своим характером, предпочтениями и традициями. Новокузнецк – настоящая кузница талантов, самых разнообразных. Душа города – это дети. И какие у нас дети! Они готовы идти вперед, преодолевать себя и добиваться высоких целей. Ты все сможешь. Ты победишь. Нужно хранить традиции и жить с удовольствием. Добиваться целей, никогда не останется достигнутым и идти только вперед. Быть гибкими,
скользить в ногу со временем. Важно экспериментировать и постигать новое. Интересно исследовать мир. Постоянно развиваться. Вместе мы строим будущее. Ну, с такими ребятами я уверен, что мы точно построим светлое будущее. А в настоящем нам предстоит разгадать третью координату. Давайте соберемся с духом и вместе будем начинать. Сейчас наши бортпроводники, помощники на местах продиктуют загадочный шифр. Приготовились. 178 плюс 84, 63, 184. Ответ. Правильно. Приготовились. Произведение чисел 2151 и 3 отнять сумму чисел 2690, 5750, 1560. Ответ. Итак, напряжение нарастает. Давайте вместе наберемся побольше воздуха, в легкие наберем. Теперь выдохнем и узнаем, получилось ли у нас разгадать загадку третьей звезды. Внимание на экран. Все верно. Вы это сделали, ребята. Поздравляем. Ребята, вы большие умнички. Посмотрите, абсолютно точное решение. Спасибо вам за помощь, друзья. Ну что же, нам нужно прибавить газу и незамедлительно продолжить наше путешествие. А вот и следующая загадка, разгадав которую мы сможем узнать название нового города. Этот город-сказка находится на другом континенте мира. Он знаменит солнечными пляжами и гигантскими секвоями. Здесь находится знаменитая Кремниевая долина и, конечно же, кузница мирового кино Голливуд. Догадались? А это не город, а целый штат. Штат Калифорния из Америки. Санкт-Петербург, мы приветствуем вас! Кто мы такие, скажем сейчас! Школа Росинка нас объединяет, в мир новых знаний нас отправляет. Тут игры и затеи не будут напрасно. Учиться и жить тут просто прекрасно! Привет, ребята! Поделитесь, пожалуйста, своим теплом и расскажите про ваш солнечный штат. Добрый день! Большой привет из солнечной Калифорнии, город Сан-Хосе. Сегодня, как и всегда, здесь прекрасная ясная погода. Новинки кинематографии, инновационные научные прорывы, программные открытия и выдающиеся личности. Но обо всем по порядку. Калифорния славится своей силиконовой долиной. Она известна на весь мир. Именно здесь обосновались лучшие умы мира современных технологий и программного обеспечения. Что уж говорить о знаменитой аллее звезд в Голливуде, в городе Лос-Анджелес. Именно здесь находится множество киностудий, а также живут многие знаменитости мира кино. Калифорния – это не только передовые технологии, но и прекрасная природа и богатый животный мир. Национальный парк Секвойя позволит отдохнуть от городской суеты и полюбоваться огромными деревьями, которым больше сотни лет. Даже мосты и дороги дарят яркие впечатления и удовольствие в поездке. Вот, например, один из узнаваемых мостов мира, Золотые ворота, является самым большим висячим мостом. Незабываемая поездка в Диснейленд, а Universal Studios в Голливуде навсегда останется самым ярким впечатлением. Ведь здесь детям разрешили посетить настоящие съемочные площадки. Мы можем много говорить о нашем прекрасном штате, но лучше вам увидеть все своими глазами. Всегда ваши друзья. Школа русского наследия Росинка. Кстати, в созвездии Персея есть туманность под названием Калифорния. Ну, значит, самое время разгадать координаты четвертой звезды. 49 плюс 256, 77, 85,
71. Ответ. Правильно. Молодцы. Приготовились. Произведение чисел. Отрицательное число минус 766 умножаем на делимое 3265 и 633. Ответ. Итак, сейчас вся Калифорния замерла в ожидании. Самый волнительный момент. Давайте же вместе узнаем, удалось ли нам разгадать координаты. Внимание на экран. Да, абсолютно верно. Молодцы, ребята! Мы не сомневались. Точно. Давайте всем, у кого свободные руки, поаплодируем ребятам. Вы большие молодцы. Ну а мы, конечно же, не прощаемся с Калифорнией. Говорим вам до свидания и до новых встреч. Ну а на связи с нами новый город. Попробуем отгадать его название. Говорим Академгородок, вспоминаем этот город. Говорим этот город, вспоминаем Академгородок. Столица Сибири. Именно здесь находится самая длинная улица в мире – Красный проспект. И удивительный театр «Глобус» построен в виде парусного судна. Конечно же, это город Новосибирск. Привет, ребята! Привет! Приветствуем город Санкт-Петербург, Евразийский женский форум из города Новосибирск. Рады быть вместе с вами! И мы тоже очень рады, что сегодня вы с нами. Ребята, расскажите нам, пожалуйста, про свой город. Я живу в Новосибирске. Это самый большой город в Сибири. Ее сердце и гордость. В моем городе есть еще много крупных предприятий, а славится он на всю Россию своими учеными. В Новосибирске есть даже целый микрорайон Академгородок, где на небольшой площади расположены научно-исследовательские институты, технопарк, Новосибирский государственный университет. И именно ученые Академгородка изучают древнего человека денисовца, который жил раньше неандертальцев. Здесь готовят специалистов таких как физики, ядерщики, химики и биологи. А еще в моем городе есть театр оперы и балета, самый большой и красивый оперный театр в Сибири. Самая длинная улица Красный проспект тоже находится в моем городе. Ее длина составляет аж 7 километров. Кстати, Новосибирск является географическим центром России. И здесь, в этом центре, находится часовня Николая Чудотворца. Мне нравится наш планетарий, зоопарк, железнодорожный вокзал. В нашем зоопарке даже вывели единственного на весь мир лигра, помесь тигра и льва. Я люблю Новосибирск, люблю учиться, ходить в кружки и секции, гулять всей семьей в парках. Я уверен, меня ждет большой и светлый путь, ведь Новосибирск – это город будущего. Вот это да! Я и не слышал про удивительное животное, которое живет только в Новосибирске под названием лигр. Спасибо вам, ребята, за увлекательный рассказ о своем городе. А в городе ученых живут очень одаренные ребята. Ребята, помогите нам разгадать координаты следующей звезды, чтобы собрать созвездие. Приготовились. 231 плюс 66, 152, 172, минус 70. Ответ 3, 2, 1. Показываем. Отлично, 551. Следующий пример. Приготовились. 6263 минус сумма чисел 4570 плюс 3200, 2230. Ответ 3, 2, 1. Показываем. Молодцы. Всей душой мы болеем сейчас за Новосибирск. Очень надеемся, что они верно посчитали координаты пятой звезды. Поэтому незамедлительно давайте посмотрим на экран.
Вот она Все уже- верно, ребята, молодцы, мы вас поздравляем. Как она ярко засверкала. Умнички, мы за вас болели и не зря. Ну что же, А нам пришло время познакомиться с ребятами из нового города. в городе темные ночи. Как говорится в одном фильме. В этом потрясающем солнечном городе проходила Олимпиада 2014. А еще каждый год сюда, к морю, едет отдыхать ребята со всех концов России. Ну, конечно же, все догадались, что это город Сочи. Привет, Санкт-Петербург! Приветствуем участников Евразийского чемпионата STEM из южной столицы города Сочи. Желаем солнечных дней и олимпийских побед! Да, ребята, победа нам сейчас точно очень нужна. Но прежде проведите, пожалуйста, экскурсию по вашему чудесному олимпийскому городу. Зимние, жаркие, твои. Именно под таким слоганом в 2014 году в Сочи прошли Олимпийские игры. Сочи растянулся вдоль берега Черного моря на 148 километров и является вторым по протяженности в мире после Мехико. В Сочи около 300 солнечных дней в году, а Черное море – самое теплое море в нашей стране. Его воды содержат хлор, йод, бром, сульфаты, а еще много других химических элементов. Природная уникальность Сочи – это близость заснеженных гор Красной Поляны и моря. Всего на расстоянии 40 километров. Часть территории Кавказского заповедника включена в список наследия ЮНЕСКО. После проведения Олимпиады город Сочи стал красивым, чистым и современным. Сейчас у нас хорошие дороги, красивые набережные и спортивные объекты мирового уровня. Постоянно растет уровень жизни и образования. Наша школа гениев Эли работает по уникальным международным программам с 2017 года. Одно из ключевых направлений – ментальная арифметика Юсимас. Она основана на системе устного счета. Добро пожаловать в Сочи! Я измерю Сочи красотой. Добро пожаловать на наш чемпионат, ребята! Предлагаю перейти от слов к делу и приступить к решению следующей координаты нашего созвездия. Помогут нам с этим наши бортпроводники на местах. Ребята, вы готовы посчитать первую координату альфа? Да, мы готовы. Отлично. Приготовились. 86 плюс 136, 396, минус 74. Ответ. Ребята, отлично, мы вычислили координату альфа, а теперь переходим к координате бета. Приготовились. 588, деленное на 98 и умноженное на минус 654. Ответ. Итак, момент истины настал. Уверен, что Сочи нам принесет золотую медаль в виде правильных координат шестой звезды. Так это или нет, давайте посмотрим на экран. Затаив дыхание. Все верно, молодцы, ребята! Умнички! Спасибо, Сочи! А космическое наше путешествие продолжается. Затяните потуже ремни и полетели к новым свершениям и победам. А на связи у нас уже новый город. Давайте же узнаем его название. Таинственная молодая столица одной из республик России окружена красивейшими горами Кавказа. Главная мечеть города не только крупнейшая в России, но и по праву стала одним из символов региона. Догадались? Это город Грозный. Привет, ребята! Привет, Грозный! Город Грозный передает свой пламенный привет Санкт-Петербургу. Ура! Ребята, а теперь настал ваш черед рассказать нам историю своего города.
А вы слышали про город Грозный? На самом деле он совсем не грозный. И я вам это сейчас покажу. Здесь находятся самые красивые мечети в России. Интересные музеи. Именно здесь звучит зажигательная лезгинка. А еще у нас есть хрустальное озеро Китяной Ам. Величественные горы, где можешь почувствовать себя маленьким человеком. А еще вы обязательно должны попробовать Дижик Галныш и Чепалгош. Прогуляться по бульвару Эсамбаева, поехать в Аргунское ущелье и пройтись по Висячему мосту. Добро пожаловать в Чеченскую Республику! Какая красота! Спасибо вам огромное за гостеприимство. Я думаю, что все участники форума обязательно приедут к вам в гости. В совсем не Грозный, Грозный. Ребята, мы просим вас присоединиться к нашим общим усилиям и разгадать с нами вместе созвездие, которое играет символическую роль в Евразийском женском форуме. А какую, вы узнаете уже совсем скоро. Приготовились. 984 минус 253 плюс 24 минус 199. Ответ. 550. Приготовились. 25 плюс 6. 652. 4000. 1453. 53. Минус 10 тысяч. Умножить на 3. Ответ. Минус 3957. Итак, с каждой новой звездой становится все жарче, но волнение, к счастью, уходит, так как ребята отлично справляются. Надеюсь, что и в этот раз они все сделают верно. Давайте посмотрим на экран. И... Мне уже страшно. Да, она загорелась. Все верно! Ура! Получилось! 7-я звезда зажглась на нашем небосклоне. Большое вам спасибо, ребята из Грозного. Давайте вместе помашем рукой. Им будет очень и очень приятно. Мы уже совсем близки к разгадке. Не теряя времени и сил, движемся навстречу новым победам. Итак, новая загадка. Обитель металлургов и шахтеров, он сталь и уголь дарит всей стране. Крупнейший город Кузбасса, воспетый Борисом Борисовичем Гребенщиковым. А еще здесь находится знаменитый кузбасский Стоунхендж. Ну, конечно же, я думаю, все догадались, что это город Кемерово. Привет, ребята! Привет, Санкт-Петербург и Евразийский женский форум. Мы столица Кузбасса. Города Кемерово! Ребята, мы знаем, что вы приготовили прекрасную видеовизитку о своем городе. Давайте же мы ее все вместе и посмотрим. Всем привет! Меня зовут Шатчинев Лев, и я из города Кемерово. Мой город – это столица Кузбасса. Кузбасс – это Кузнецкий угольный бассейн, один из самых крупных угольных месторождений мира. В этом году мы отпраздновали его 300-летие. Кемерово не только угольная, но и культурная столица. У нас в городе не меньше десятка театров, большое количество музеев, парков и памятников культуры. Мой город постоянно растет и развивается. Появляются новые спортивные и учебные комплексы. Ледовый дворец Кузбасс, Президентское кадетское училище, Московская площадь. Но город – это прежде всего люди. Его прославляют не только ученые и артисты, но и рабочие, шахтеры, строители, инженеры. Я люблю Кемерово и горжусь им. Мой город – это сердце Кузбасса, бьющееся и живое. Спасибо вам огромное. Друзья, кто не был в Кемерово, помашите нам рукой. Теперь мы вас точно запомнили и очень ждем, что вы посетите этот культурный и очень красивый город.
Ребята, а нас ждет разгадка 8-й звезды. Если вы готовы, то давайте начинать. Приготовились. 875 минус 496 плюс 102, 122. Ответ. 3, 2, 1. Показываем. Приготовились. 247 плюс 5840, 54, минус 10 тысяч. Ответ. 3, 2, 1. Показываем. Самый волнительный момент. По русской традиции, кемеровчане, мы держим за вас кулачки. Итак, внимание на экран. Неужели? Да. Все верно. В последний момент все-таки звезда загорелась. Ребята из Кемерово, вы большие молодцы. Давайте мы вам всем поаплодируем. Здорово, ребята, молодцы. И благодаря вам в нашем созвездии зажглась уже 8-я звезда. Ну что же, а мы летим дальше. Итак, чтобы узнать название следующего города, по традиции, давайте попробуем его угадать. Этот европейский город знаменит на весь мир своими красными автобусами, всемирно известным сыщиком Шерлок Холмсом, и жители этого города сверяют свое время по часам Биг Бена. Это Лондон! На связи Туманный Альбион. Привет, ребята из Лондона! Привет! Лондон приветствует Питер. Форум проходит у вас. Сил вдохновения, открытия сердечно примите от нас. Good morning, everyone. Добрый день всем! Лондон – это фантастический город. Настоящая сказка наяву для детей и взрослых. Это город музеев, дворцов, концертных залов, галереек, бизнеса, производства, но самое главное – самых красивых парков и садов. Какие вы молодцы! Ребята даже придумали стихотворение про наш чемпионат. Я вижу, что вы все, ребята, уже на низком старте и готовы начинать. Поэтому давайте перейдем к нашей космической загадке. Попробуем разгадать координаты 9-й звезды. 25 умножить на 9 плюс 83 плюс 96 плюс 152. Молодцы! 2500 плюс 850 плюс 1345 плюс 250 плюс 1348 минус 10 тысяч. Ну что же, напряжение вновь нарастает. Все замерли у своих экранов. Но что же, придется попробовать преодолеть волнение и узнать правильный ответ. Внимание на экран. В эти моменты мне всегда страшно. Все верно! Молодцы, ребята! Молодцы, ребята из Лондона! Мы вам шлем большой привет! Очень бы хотелось погостить еще немножко в Лондоне, но дело есть дело. Полетели, друзья, к освоению новой звезды. Один поэт сказал: «Самый дальний город на востоке необъятной родины моей, он по сопкам разбросал высоким золотое кружево огней. Разница по времени с Москвой 9 часов. Когда мы еще спим, жители этого города уже на работе». Ну а если кто-то не догадался, я сейчас еще подскажу. Известно всем, есть мыс Лопатка на полуострове Камчатка. На связи с нами ребята из города Петропавловск-Камчатский. Привет, ребята! Привет Санкт-Петербургу из Камчатки, края вулканов и медведей.
Друзья, на ваших экранах вы видите самых отважных участников нашего чемпионата. Потому что в Петропавловске, Камчатском просыпаются от зимней спячки не только медведи, но и даже вулканы. Так давайте же скорее познакомимся с этим удивительным краем. Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем про Камчатку, край вулканов, горячих источников и медведей. Место, где природа сохранилась практически в первозданном виде. Первое, что вы увидите, прилетев на Камчатку, это вулканы. У нас почти 300 вулканов, и 30 из них действующие. В самом сердце Камчатского края расположилась бурлящая долина гейзеров, которая является памятником природы всемирного наследия ЮНЕСКО. Тихий океан вы не забудете никогда. Как только ступаешь на черный вулканический песок и видишь суровые волны, понимаешь, что перед тобой настоящее чудо. А еще хотим пригласить вас на Беренгию, традиционную камчатскую гонку на собачьих упряжках. Это прекрасное событие, объединяющее народы, где есть преданность, отвага и, конечно, дружба животного и человека. Камчатка! Здесь начинается Россия! Спасибо вам за приглашение. Мы с радостью примем участие в гонках на собачьих упряжках. А вас, ребята, мы приглашаем принять участие в нашем космическом путешествии. Итак, перед тем, как мы приступим к расшифровке координат 10-й звезды, давайте поддержим наших героев с Камчатки. И для этого возьмите, пожалуйста, правую руку, левую, соедините их. И теперь вот так потрите сильно-сильно-сильно, чтобы стало жарко. И теперь всю космическую энергию направьте на наших героев. Внимание! Ну, теперь всю теплую, жаркую энергию мы направили, и я уверен, что все точно получится. Ребята, мы с вами. Ребята, вы готовы посчитать первую координату альфа? Да! Приготовились! 38 умножить на 5 плюс 75, 94, 68, 181. Отлично! Вы вычислили координату альфа. А теперь переходим к координате бета. Приготовились. 2570 плюс 285, 3140, 290, минус 10 тысяч. Ну что же, настал момент истины. Давайте вдохнем как можно больше воздуха. Теперь выдохнем и посмотрим на экран. И... Ура! У ребят получилось! Вот И 10-я звезда загорелась. Мы не сомневались. Ура, друзья! Вы большие молодцы. Ну что же, осталось совсем чуть-чуть, и мы узнаем, какое же символическое значение играет это таинственное созвездие. Итак, следующая страна и загадка для наших зрителей. До сих пор с космодрома этой страны отправляются на орбиты космонавты со всех стран мира. Здесь когда-то начинался шелковый путь в Европу. А еще есть удивительное озеро, половина которого пресная вода, половина соленая. Итак, мы в Казахстане. Привет, ребята! Привет, ребята! Привет, Санкт-Петербург! Мы, студенты ЮСИМАС Казахстан, приветствуем Евразийский чемпионат STEM из солнечного города Алматы. Желаем всегда быть на высоте, как наши прекрасные горы. Желаем свободы духа, как наши широкие вольные степи. Всем успехов, здоровья и благополучия! Большое спасибо за пожелания. Ребята, расскажите нам про свою красивую страну. Моя родина Казахстан. Я горжусь своей страной, поэтому хочу рассказать вам о ней. Казахстан
находится в самом сердце Евразии. У нас большой дружной семьей живут люди более 130 национальностей, а столицей является молодой красавец город Нур-Султан с уникальной современной архитектурой. Казахстан расположен в 4 климатических зонах, и поэтому здесь удивительно сочетаются бескрайние степи, заснеженные вершины гор, песчаные пустыни, зеленые луга, леса, озера, реки. Наша земля богата полезными природными ресурсами и культурными традициями и ценностями. У нас развитая экономика. Самое главное богатство страны – это люди. Добрые, дружелюбные, гостеприимные, трудолюбивые. У нас бережно относятся и поддерживают традиции и культуру всех народностей. В мире Казахстан по площади занимает 9-е место, и у нас вы откроете много интересного и прекрасного. Только у нас вы можете отведать вкуснейшего казахского блюда бешбармак. Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо, ребята. Как же захотелось сейчас отведать бешбармак и просто приехать к вам в гости. Ну а вас, ребята, мы приглашаем помочь нам разгадать 11-ю координату нашего созвездия. Удачи вам! Приготовились. 86 плюс 92, 150, 45, 250. Ответ? Приготовились. Минус 3 умножить на сумму чисел 109, 250, 750. Ответ? Друзья, спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон. До этого момента удача нас не покидала. Я уверен, что и сейчас все получится, поэтому давайте вместе посмотрим на экран. Да, посмотрите на самый верх, загорелась звезда. Молодцы, ребята, жарайсыңдар. Я была уверена, что у вас обязательно все получится. Большое вам спасибо, вы огромные молодцы. Друзья, мы почти у финиша, остался последний рывок. И последнее место, где мы сегодня побываем, это, попробуйте угадать. Рядом с этим городом стоит двуглавый Эльбрус, а в самом городе бьют знаменитые целебные источники. Горы, словно подкова, огибают его с 3 сторон. По-балкарски горы Нал, а сам город называется Нальчик. Верно. Столица Кабардино-Балкарской республики расположена на высоте 512 метров над уровнем моря в предгорьях главного Кавказского хребта. Это же, конечно, город Нальчик. На связи Нальчик. Привет, ребята! Всем привет! Из солнечной Кабардино-Балкарии! Мы, студенты ЮСИМАС Нальчик, приветствуем всех участников Евразийского чемпионата STEM. Желаем всем успехов, здоровья, удачи и мирного неба над головой! Спасибо вам за пожелание. Удача нам точно пригодится. Ребята, нам не терпится познакомиться с вашим славным краем. Кабардино-Балкария – жемчужина Северного Кавказа. По праву считается одной из красивейших республик в регионе. Уникальное природно-климатическое явление, сочетающее в себе плодородные равнины, альпийские луга и горы, исполненные необыкновенного сурового величия. На территории Кабардино-Балкарской республики находится самая высокая горная вершина России и Европы – двуглавый Эльбрус. Этот спящий вулкан, покрыт снегами, весьма непрост, несмотря на кажущуюся легкость восхождения. Как бездонные глаза девушки-горянки смотрят в небо,
пресноводные голубые озера. Глубина самого большого достигает до 258 метров. Оно подпитывается подземными водами и стало мечтой многих экстремальных дайверов. Нальчик – столица республики. Город-курорт федерального значения. Многочисленные санатории и дома отдыха круглый год радушно принимают всех желающих не просто отдохнуть, но и укрепить свое здоровье. Спасибо большое, друзья. Вы теперь точно знаете, где можно хорошенько укрепить свое здоровье и набраться сил и энергии. Я знаю, что ребята хорошенько подготовились и как раз зарядились, поэтому давайте начнем. Ребята, на вас сейчас вся надежда, ведь мы у финишной прямой. Мы за вас очень болеем, и давайте начинать. Ребята, вы готовы посчитать первую координату альфа? Всегда готовы! Приготовились? 96 умножаем на 3, плюс 37, 52, 45, 132. Ответ? Ребята, отлично. Мы вычислили координату альфа, а теперь переходим к координате бета. Приготовились? Минус 6 умножаем на 263 плюс 72, 222. Ответ? Итак, все, друзья. Как говорится, пан или пропал, сейчас мы наконец-то все узнаем. Момент истины настал. Внимание на экран. Да, посмотрите. Молодцы, ребята! Мы вас не сомневались. И, наконец-то, загадочная фигура разгадана. Это созвездие Голубя. Реально существующее созвездие в южном полушарии неба, которое мы смогли точно просчитать все координаты. Ребята, так как голубь – это символ мира на планете Земля, сегодня мы вместе с вами собрали его созвездие. Давайте же мы вместе запустим этот голубь мира над планетой. Приглашаю свою коллегу Любовь. И на счет 1, 2, 3. Наш голубь взмылся над планетой. Мы все едины под этим небом. Нас объединяют общие ценности мира, добра и благополучия. Спасибо большое всем участникам и зрителям, которые подключились к нам сегодня из разных точек планеты. Шлю вам большой привет из Санкт-Петербурга. Всего вам самого доброго. До новых встреч, друзья!